Друзья, всем добрый день! Меня зовут Александра Барышникова, и сегодня я продолжаю зачитывать билингвал книжку «Есть, молиться.Любить» Элизабет Гилберт. Сначала я зачитываю на русском языке, потом на английском. Если вы хотите развить сосредоточенное внимание, концентрацию, рекомендую внимательно слушать сначала на русском, потом на английском. Если вы как-то уже владеете английским языком, понимаете и знаете его, практикуете и можете воспринять речь на слух, можете пролистать и включить сразу на английском языке, либо прослушать только на русском. Итак, Элизабет Гилберт, глава 7. В этот период случилось еще одно примечательное событие – мое знакомство с духовными практиками. Побуждением и стимулом к этому было появление в моей жизни настоящего живого гуру из Индии. За это я вечно благодарна Дэвиду. Я встретила свою духовную наставницу в первый же вечер, когда пришла к нему домой. Можно сказать, я их обоих полюбила с первого взгляда. Оказавшись в квартире Дэвида, я увидела на комоде фотографию лучезарно прекрасной индианки и спросила, кто это? Дэвид ответил, мой духовный учитель. Тут сердце мое споткнулось, запуталось в ногах и рухнуло носом вниз. Потом поднялось, отряхнулось, вздохнуло поглубже и объявило. И я хочу духовного учителя. Это не шутка. Сердце говорило со мной, хотя слова вылетали изо рта. Я четко почувствовала, как мое существо странным образом разделилось. Мозг на минуту вышел из тела, повернулся к сердцу лицом и безмолвно спросил. «Неужели?» «Да», — ответило сердце. «Хочу». Тут мозг спросил не без доли сарказма. «С каких это пор?» Но ответ уже был мне известен. С той ночи в ванной на полу. Да, мне хотелось иметь духовного учителя. Я тут же начала фантазировать, как это будет. Прекрасная индианка будет приходить ко мне домой несколько раз в неделю, мы будем сидеть, пить чай и беседовать о божественном, а потом она будет давать мне книги и объяснять всю значимость странных ощущений, возникающих во время медитации. Но идиллия мгновенно рассеялась, стоило Дэвиду рассказать, что эта женщина знаменита во всем мире, и у нее несколько десятков тысяч учеников, большинство из которых даже не встречались с ней. Зато здесь, в Нью-Йорке, есть группа последователей, которые собираются по вторникам для совместной медитации и пения мантр. Дэвид сказал, если не пугает перспектива сидеть в одной комнате с сотнями людей, поющих имя Бога на санскрите, можешь как-нибудь присоединиться. Я пошла на собрание в ближайший же вторник. Меня вовсе не пугали все эти совершенно обычные на вид люди, распевающие имя Божье. Напротив, пение вызвало легкость и душевный подъем. В этот вечер я шла домой и чувствовала, что воздух проходит сквозь меня, я была как чистое белье, трепещущее на веревке. Нью-Йорк казался сделанным из рисовой бумаги, а я совсем невесомый, способный пробежаться по бумажным крышам. Я стала ходить на собрания каждый вторник. Потом начала медитировать по утрам, повторяя на санскрите древнюю мантру, которую гуру советует всем ученикам. Великую Ом Намах Шивая, что означает «я склоняюсь перед божественным внутри себя». Потом я впервые побывала на лекции гуру, и от ее слов у меня все тело покрылось гусиной кожей, даже лицо. А узнав, что в Индии у нее есть ашрам, я поняла, что обязана побывать там как можно скорее. The other notable thing that was happening during that time was the newfound adventure of spiritual discipline, aided and abetted, of course, by the introduction into my life of an actual living Indian guru, for whom I will always have David to thank. I had been introduced to my guru the first night I ever went to David's apartment. I kind of fell in love with them both at the same time. I walked into David's apartment and saw the picture on the dress of a radiantly beautiful Indian woman and asked, "Who's that?" He said, "That's my spiritual teacher."
My heart skipped a beat and then flat out tripped over itself and fell on its face. Then my heart stood up, brushed itself off, took a deep breath, and announced, I want a spiritual teacher. I literally mean that it was my heart who said this, speaking through my mouth. I felt this weird division in myself, and my mind stepped out of my body for a moment, spun around to face my heart in astonishment, and silently asked, You do? Yes, replied my heart, I do. Then my mind asked my heart and said sarcastically, Since when? But I already knew the answer. Since that night on the bathroom floor. My God, but I wanted a spiritual teacher. I immediately began constructing a fantasy of what it would be like to have one. I imagined that this radiantly beautiful Indian woman would come to my apartment a few evenings a week, and we would sit and drink tea and talk about divinity, and she would give me reading assignments and explain the significance of the strange sensation I was feeling during meditation. All this fantasy was quickly swept away when David told me about the international status of this woman, about her tens of thousands of students, many of whom have never met her face to face. Still, he said, there was a gathering here in New York City every Tuesday night of the Guru's devotees who came together as a group to meditate and chant. David said, if you are not too freaked out by the idea of being in a room with the several hundred people chanting God's name in Sanskrit, you can come sometime. I joined him the following Tuesday night. Far from being freaked out by these regular-looking people singing to God, I instead felt my soul rise diaphanous in the wake of the chanting. I walked home that night feeling like the air could move through me, like I was clean, lying flat rain on a clothesline, like New York itself but had become a city made of rice paper, and I was light enough to run across every rooftop. I started going to the chants every Tuesday. Then I started meditating every morning on the ancient Sanskrit mantra that Guru gives to all her students, the legal Om Namah Shivaya, meaning I honor the divinity that resides within me. Then I listened to the Guru speak in person for the first time, and her words give me chill bumps over my whole body, even across the skin of my face. And when I heard she had an ashram in India, I knew I must take myself there as quickly as possible.